Всем привет, охотники, бандиты, приветствую вас на моем канале. Сегодня я вам хочу рассказать о моем новом приобретении. Это нож скраб. Называется он скраб. Китайцы делают, пишут на латинице, все замечательно. Значит, этот нож охотничий, написано, что охотничий. По факту это, конечно же, естественно, обычный хозяйственный нож. Стоит он очень недорого, ссылка будет в описании. Значит, ну что вообще по ножу? Нож решил, вот марообразный нож решил я себе приобрести. Вот на фоне меня его хорошо видно. Значит, нож имеет, как и все морообразные ножи, пластиковые ножны с отверстием для стекания воды, для выбегания. И с защелкой. Защелка так себе, конечно, скажем прямо. Она почему-то состоит еще из двух частей. Видите, так. По отдельности эти части отодвигаются. Может быть, для кого-то это будет удобно. Ножны. Ну, ножны как ножны, ничего особенного. Дальше к самому ножу переходим. Нож у нас, значит, имеет спуски. Где-то 2/3 ножа и вот треть спуск составляет, да? Видно прекрасно. Рукоятка. Очень удобная рукоятка. Вот для меня лично это безумно удобно. У меня рука среднего размера, не большая, не маленькая. Безумно удобная рукоятка. Здесь резинопластик черный. Синий это, естественно, просто пластик. Прямо безумно. Вот я не знаю, но вообще-то морообразных ножей я никогда в руках-то, получается, и не держал. Надо еще Мору оригинал посмотреть, там какой-нибудь Мора Компаньон. Как он будет по удобству в руке. Ну прям в руке вот очень удобно нож. И не хочется его из руки выпускать. Прямо вообще кайфово. Вот не знаю, вот может быть то, что он здесь чуть-чуть утолщается, нож вот этот вот к этому концу, я не знаю, ну по каким причинам, но тем не менее нож очень удобный, прямо вообще кайфовый. Держишь, ну вот толщина как раз оптимальная, не толстый, не тонкий нож, самое то. Что ж, протестируем. Для теста я выбрал вербу, ну, мягкая древесина, просто чтобы по снегу в кроссовках далеко не ползти, я решил выбрать вербу, которая была поближе. Значит, я ее срезал с тремя движениями. Сейчас попробую это дело повторить, но, естественно, поскольку она была прикреплена к кордям, то было легче ее срезать. Пробуем. Раз. Оба. Два. 3. Хорошо режет нож. 4. 5. Все. Отрезалось. То есть, ну вот таким варварским способом отрезать древесину возможно. Вполне возможно. Дальше пробуем строгать. Поскольку древесина сама по себе мягкая, еще и плюс она не засохшая. То есть строгать ее, естественно, будет очень легко. Если вы поехали на барбекю, взяли с собой вот этот нож, и вам срочно надо там сосиски пожарить, то выстрогать спокойненько вы себе палочку для того, чтобы сосиски пожарить сможете. Второй кончик. Кстати, вот попробую порубить. Рубит. Держать для рубки вот так вот. В принципе, удобно. Я не скажу, чтобы сильно удобно было, но возможно. Получается, да, тем не менее. Как бы это странно ни казалось. Вот так тоненькие веточки можно тоненькие веточки можно одним движением срезать, и у меня срезать не получилось. Тоненькие веточки я попробую срезать одним движением. Ну, почти что да. Почти что получилось. Угол главное выбирать такой острый. Здесь вот чуть-чуть сухая древесина. Ее уже посложнее, ее проще. И сломать ее сложно. Была бы у нас, конечно, акация. Вот почему-то все проверяют ножи на акации. Якобы она такая очень сложная для ножей древесины. Все нормально. Какую-то рогульку я сделал непонятную. О, ветер дует. Вы что, если что? Вы что, если что? Простите меня, если будет слышно ветер, потому что ветер на улице. Вот так вот. Ветер, потому что ветер. Ничего не выдумываешь. Ладно, строгать, в общем, получается. Нож отличный. Что теперь хочу я рассказать о ножнах. Значит, в ножны нож прячется вот на такую глубину. Прячется он. Берете нож, вставляете. Никакой защелки нету. Просто вот под силой трения вот вставляется и все. Никаких защелок нету. Насчет возможности выпасть ему оттуда.
Если вы слабо вставите нож, нож выпадет. Если же вы нож засунете туда нормально, вот так, с усилием, он никогда не выпадет. Надо, не знаю, как трясти, чтобы он выпал. Он не выпадет. Вот, ну, у меня как бы основной критерий для ножа, это если ты, допустим, лазишь по кустам, где-то по горам, косогорам, у тебя в ножнах нож, вот чтобы он не вывалился, не потерялся. Если совсем жесткие кусты, они будут прямо как пальцами доставать нож из этого, то тогда, конечно, нож выпадет. Так нож, ну, в обычных условиях он никогда не выпадет. Можете не переживать, можете не волноваться. Фух, запыхался этот нож трясти. Так, кстати, поскольку нож хозяйственный, давайте проведем различные хозяйственные испытания. Дерево это хорошо, но дерево мы не каждый раз режем, да? Вот, пробуем резать пластиковую бутылочку, естественно, на весу, чтобы было не так удобно. Пластиковая бутылка режется замечательно. Все. Хача, хача, хача. Я мусор соберу, не переживайте. Дальше. Если кофе одноразовое в одноразовых стаканчиках объявило вам войну, так вот можно его... Ну-ка, соломинка. Соломинка не рубится, соломинка вылетает просто. Режется нормально. Бумага, картоны все эти. Кстати, вот сейчас на примере этого... О, там еще кофе был забродивший. На примере стаканчика с кофе посмотрим, как режет бумагу, режет картон. Люди у нас любят картонные тесты. Рез ровный, видите, да? Вот, срез. Срез получается ровный, вполне ровный. Картонные тесты. Ну, пока новый нож, но, естественно, он режет хорошо, само собой разумеется. Дальше. Продолжаем хозяйственные тесты. Так. Провод 2 на 1,5 миллиметра сечения режем. Режет, но плохо. Одну жилку перерезал, другую нет. Вот, все, режет. Ну, в общем, не с первого раза, но тем не менее провод режется. Пробуем. Ой, там все ветром сдувает. Не пугайтесь, я тоже не пугаюсь. Изоляцию у провода режет отлично. Вот, изоляция у нас отделяется. Попробуем зачистить провода. Порой такие задачи в нашей жизни встречаются. Проводочек зачистить. Естественно, ну, это такие, вот знаете, сейчас в последнее время тесты, там, зачислить ли провод. Раньше вот в моем детстве, там, 90-е годы, все ножи, они чистили провода, рубили, резали, все делали ножами, и даже вопросов, мыслей не возникало, что какой-то нож что-то не сможет сделать. Естественно, он все сможет сделать. Главное, чтобы у вас руки смогли это все сделать. И фантазии хватило, что еще можно ножом поделать. Все нормально, вполне себе. Вот, пожалуйста. Провод я зачистил, все хорошо, получается. Если это еще делать в более удобных условиях и не на весу, будет еще лучше, удобнее. Так, ну что ж. Что вам еще, товарищи, рассказать про этот нож? Нож я заказывал на Озоне. Естественно, я вам оставлю ссылку в описании на этот нож. Нож, по моему мнению, за 600 рублей, по-моему. То ли 600, то ли 800, я не заострял внимание. Нож хороший. Мне нравится. Я не говорю, что это будет мой основной нож. Теперь я от него отцепляться не буду. В принципе, у меня другие ножи есть. Но как вот рабочий нож, почему нет? Им не надо боевые никакие штуки делать, потому что монтаж у ножа, хвостовик у лезвия не всю длину рукоятки занимает. Так что вы уж, пожалуйста, делайте только то, для чего используйте нож, для того, для чего он предназначен. Для рабочих нужд. Для рабочих, мне прям не хочется его даже из руки выпускать. Вообще, очень приятный на ощупь нож. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Я думаю, у многих могут возникнуть вопросы. Ну так а что, одни достоинства у ножа, что ли? Уважаемые мои любимые, дорогие друзья, вот за 600 рублей я перечислил все достоинства. И если вы какие-то недостатки даже, возможно, найдете, то что он тупится хорошо, то что сталь неизвестно какая-то там хозяйственная, ну, дешевая, тупится быстро. Так его и заточить недолго. Вы же, я не знаю... Вообще, в принципе, вот откуда возникла идея, что нож надо однажды заточить и потом 10 лет с ним ходить и не точить? Кто это придумал?
Всегда всю жизнь ножи точили. Работал, поточил, поработал, поточил. Если, допустим, там какая-то разделка, там шкуры, там этих туши, там с собой точилку берут и несколько раз подтачивают, чтобы нож был острый. То есть нож, в принципе, ну вот недостатки, я не могу найти недостатки. Заточку, ну если совсем вот под микроскопом просматривать здесь, да, кромку лезвия заточенную, то кромка, конечно, не идеальная. Какие-то ямки присутствуют, тут выше, тут ниже. Ну, в принципе, какая разница? За 600 рублей режущий нож хозяйственник. Он не для красоты, он такой утилитарник чисто. Вообще, мне кажется, нормально. Ну, все, теперь всем точно пока.